Привет, друзья! Сегодня готовлю один из самых любимых своих завтраков – это сырники. По-другому – сырники без заморочек. И если вы не подписались еще на канал, то сейчас самое время это сделать. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. Для приготовления сырников нам понадобится творог жирностью не меньше 5%. Он должен быть не мокрым, таким более сухим. Если у вас он крупная фракция, то измельчайте вот так вилкой, как я делаю. Или можно еще перетереть творог через сито. Добавляем одно яйцо, 1 столовую ложку сахара и опять же все тщательно перемешиваем. Также добавляем муку, которую обязательно нужно просеять. Тем самым мы насыщаем муку кислородом. Наши сырнички будут более воздушные. И плюс ничего лишнего не попадется. Перемешиваем тщательно все. Вымешиваем. Перед формированием сырников нам нужно вот так притрусить разделочную доску мукой, либо же, если вы будете делать на столе, то прямо на столе притрушивайте. Для формирования одного сырника я беру примерно 1 столовую ложку смеси. Вот так выкладываю на муку и начинаю обваливать. Напоминаю, что это сырники без заморочек, и если вас пугает количество муки, то на этапе добавления муки в тесто можно добавить муки, например, на 1 столовую ложку или на пол столовой ложки меньше. Вот так формирую шарик, показываю вам в реальном времени, как это происходит. Потом выкладываю на стол и вот так формирую. Придаю сырнику форму, это делается легко, просто. У меня также есть еще один вариант сырников, там немножечко по-другому готовится. Сначала так формируется колбаска, а потом нарезаются кусочки и уже формируются сырники. Но тот рецепт сырников у меня на желтках. Если вы хотите, то напишите мне в комментариях, я обязательно его приготовлю. Все остальные сырники формируем по такому же принципу. В этот раз я обжаривала сырники на кокосовом масле. Но также я готовлю и на растительном. В принципе, тут выбираете, какой вам вариант ближе. Если есть кокосовое, то попробуйте на кокосовом. Когда вы перевернули сырник на другую сторону, можно в конце жарки накрыть крышкой. И вот под крышкой сырнички вот такие, они подходят, такие пышненькие, воздушные получаются. После жарки перекладываю сырники на бумажное полотенце. Если вы используете кокосовое масло, то это не обязательно делать. Но вот если растительное, то вы потом увидите, сколько полотенце впитает масло. Подавать сырники вы можете с чем вашей душе угодно. Я изначально хотела со сметаной, но у меня, к сожалению, сметаны не оказалось в тот момент. И я вот так взбила сливки. На сливки я выкладываю сырнички. Дальше я решила немножечко разбавить вкус сгущенным молоком. Немножко сюда, немножко туда. Также решила поиграть со вкусом и добавить немного меда на контрасте таком. И, конечно же, украшаем ягодами сезонными, какие у вас есть. У меня голубика и малина. Притрушиваю немножечко сахарной пудрой для красоты и кладу сверху листик свежей мяты. Еще я к сырничкам добавила обжаренные миндальные лепестки. Люблю их, не могу. Вот реально. Куда могу, туда и добавляю. Использовать взбитые сливки вместо сметаны, это, конечно, было просто правильное решение на все 100%. Со свежими ягодами получилось просто нереально вкусно. Ставьте лайки, колокольчики, сохраняйте рецепт закладки. Всех обнимаю, скоро увидимся!